Друзья, снова всех приветствую на своем канале, с вами Ольга Старшая, и я продолжаю делать свой творческий проект с платьюшком. Я платьюшки не особо-то часто делаю, я их вообще практически никогда не делаю, а тут мне что-то захотелось прям. И вот, вуаля. Так, ну-ка, чтобы мне вот так. Так, теперь мне захотелось, знаете, что сделать? Вот тут вот полосочку пришить, такую, на 2 сантиметра. Сейчас покажу. Значит, 2 сантиметра сюда. Так, пусть она будет пятерочка. Пусть она будет квадовая. И давайте я ее пришлю следующим образом. Как-то так. Дальше я хочу, чтобы она была 10-25, да? Q. Так. Только вверх. Чтобы она была вот такой. Так, дальше я хочу, чтобы она сужалась. Так. Ну-ка. Сделаем. Да что такое? О. Так, 1,5, да? Так. Давайте я сделаю Ctrl-D. Ой, да. Ctrl-D. Посмотрим. Так, теперь я хочу, чтобы она здесь была, ну, где-то сантиметр, что ли. Типа так. Допустим, она будет из дефолтной ткани. Или из какой-то... Или пусть будет hard копи, да? Только... Hard 2. Только я ее сделаю другого цвета какого-нибудь. Например... Пусть она будет какая-нибудь прям красная, что ли. Так. Допустим. Ну. Ладно, посмотрим. Что еще можно с этим сделать? Для законченности вида вот хочется именно что-то такое. Так, и раз уж тут пошла такая пьянка, надо пришить это и здесь. Да, а вот теперь такое впечатление, что либо оно вот так должно быть, чуть-чуть, буквально на
2 миллиметра. Либо что-то еще. И даже, возможно, как-то так. Ну, вроде бы да. Угу. Дальше. Дальше почему-то хочется сделать больше вот эту спинку, где-то до 5. Вот это поднять где-то на сантиметр, и пусть это будет 70 градусов. И посмотреть. Так, здесь клюв нарисовался, значит, здесь нужно... Ой. Что-то 19,5. Да. Да, потому что мне нужно еще прицеплять сюда рукава. Каким-то чудом. Так, а рукава у меня какие должны быть? Рукава у меня странные должны быть. Такие. Так. Может быть... Это должно быть пошире. А может быть вообще это убрать отсюда? И все-таки сделать вот эту арку. Вот не знаю я, что я делаю. Вроде как ровнее. Так. Еще раз клонус референс лайн. Давай-ка я здесь тоже так сделаю. И straight. Ну, практически идеал. У меня просто так больше контроля появляется над этой линией. Нет, наверное, все-таки я не хочу делать такой толстой.
Теперь нужно будет еще раз швы перебрать. И смотрим. Давай я вот тут разморожу. Так, давай-ка я чашки все нафиг удалю. Вернее, деактивирую. О. Так, что здесь? Здесь у меня лишняя или недостающая вот это. Так, где тут тесты эти с деформацией? Ну, в принципе, все нормально. Ух ты, а что это за точка такая? Прикольно. Класс. Ладно. Так, давай я, наверное, все разморожу, кроме вот этого. Все остальное меня устраивает. Все, ребята. Я забыла запустить таймер. Молодец. Я так полагаю, что я минут 10 уже этим занимаюсь, а может быть и 20. Ладно, хорошо. В целом, окей. Чем мы будем заниматься дальше? Наверное, сначала я все-таки сделаю юбку. И знаете, что мне очень хочется сделать этот пояс. То есть сделать сначала здесь такую штуку, которой я буду пришивать юбку. Так, для этого мне нужно понять. Давайте я удалю все референс-лайны. Мне, в принципе, больше они не нужны. Так, где тут удалить-то это все? Delete reference line. Все. Окей. Ой, такие размеры дурацкие. Дай хоть я поправлю их. 17:30. Здесь должно было быть 14. Ой-ой, так. Так, 14. Здесь 12:30. Здесь что?
17-20 хотя бы сделать. Так. Так, я бы хотела... Да, вот так. Окей. Так, смотрим. 17-20, 19,5, 31,90. Тут бы с половиной сделать. Тут должно быть 14,67, 69. Тут бы 14,70 сделать. И тут 14,70. Отлично. Так. Тогда у меня получится, что мне нужно 32. Так, 32. И это... Давай сделаем так. S пусть будет... 32. Пусть будет размер, допустим, 3. Пусть будет 5 миллиметров. Пусть будет квадовая сетка. И давай сюда хард бахнем. Дальше. Я хочу, чтобы он развернулся. Alt Y. Вот так. И буду пришивать следующим образом. N. Начиная сзади. Сюда и сюда. Разместим все это. Супер. Теперь мне нужно вот эту часть выдвинуть где-то на 3. Отлично. И сшить это с этим. Так. Теперь я не хочу, чтобы это был такой ровный край. Я хочу, чтобы... Кстати, надо бы 34,5, может быть. Нет, пусть так будет. А я хочу, чтобы вот эта точка была аж здесь. И мне нужно сделать арку. Так. X. Так. Так, это я расположу здесь. А с этим мы будем сейчас играться. И... Ой-ой-ой.
Ладно, пусть будет 4,20, только сюда. С. Хочется сделать как-то... Короче, пусть будет 4,30. Сделать здесь ровный какой-то край, чтобы было ровно 35, например, сантиметров. Да. Только чтобы потом было как-то, не знаю, попроще, если вдруг что. Так, ну-ка. Что у меня тут получается? Так. Короче, ребята, я вам не завидую, что вы на это смотрите. Блин, вот я буду сидеть и долбаться с этим, да? Ладно, хорошо. С. Мне не нравится. Так, ну, как бы да, но почему-то и не особо и да. Чё же мне это не нравится-то, а? Хочется, чтобы оно как-то изгибалось острее. Угу. Окей. Так, я хочу, чтобы это было 0. Я хочу, чтобы это было 4,3. Так, я хочу, чтобы это было сюда. И мне нужно еще чуть-чуть. Божечки, когда-нибудь это закончится или нет? Да, получилось, ура! Хорошо. У меня есть такая штука, к которой я могу дальше привязываться. Так, я хочу сделать что-то вроде солнышка. Мне нужно 35. 35. Так, мне нужна юбка. Для начала. А теперь я могу, кстати, сделать это на сантиметр выше и посмотреть, что будет, если оно будет потолще, да, потому что у меня как-то тут не вяжется оно. А еще у меня не вяжется вот с этим.
Так, хорошо. Что у меня тут? 35 и 29. Ну, тут меньше уже не будет. Допустим, 6. Только в другую сторону. Так. Мне вот, кстати, вот это не нравится. Так, что еще хочется сделать? Хочется смерджить вот это. Хочется сделать rotate. Так, дальше. И вот здесь у меня сейчас все ни хрена неправильно. Должно быть как-то так. И Alt-T. И как-то так. Вот теперь это правильная дуга. Как будто бы чашки мелкие. Дальше, что я могу еще с этим делать? Я могу сейчас этим управлять. Я могу это, например, сделать тоненьким. Угу. Так. 2. Так. Например, я могу сделать это так. Так, я могу, кстати, сделать расширение здесь. Это наружная сторона, а это внутренняя. Допустим, Q. В принципе. Так, давай так. Q в обратно сюда. Пусть это будет. Пусть это будет 4. Пусть оно утолщается сюда. А я буду пришивать это вот так. Да. Пусть наоборот утолщение будет. А здесь будет так. Дальше. Я могу могу я сделать вот так. Угу. Так мне нравится больше. Что еще я могу сделать? Я могу это слить. Наверное.
Я могу вообще здесь такую штуку замутить. Классную. Давай тогда я сделаю по-другому. Так. Cut and sew. Это у нас... Мы сейчас будем с ошейником вместе цеплять. Rotate. Так, давай-ка я это сделаю так. Супер. Так. Ладно, потом перекручу. Хорошо. Давай-ка я сделаю так. Угу. Представим, что... Так. Так. Угу. Потом будем мерджить. Окей. Дальше. Делаем x1, x4. Так, merge. No. Наоборот. Merge. Так, дальше что мы можем сделать? Мы можем вот этот угол расфигачить. Например. Например, 4. А может и больше. Например, 7. Прикольно, кстати. Да. Ну и это что у нас? 1, да. Хорошо. X делаем 1. Это мы удаляем. И делаем такую штуку. Ну и вроде как прикольно. Так, что с чем мы можем смерджить? Мы можем смерджить вот это друг с другом. А можем наоборот. Вот это мы точно не можем. Что еще мы можем сделать? Мы можем, допустим, еще на 1 сантиметр опустить и сделать вот так. И
И уже вот это подкрутить. Например. А можем даже сделать это 4 в другую сторону. То есть сделать это повыше. О, да. Дальше. Так, тут что случилось-то? Так, я хочу сделать вот с этим разобраться. Так, тут разобрались. Так. Угу. Так, 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 так. Так, здесь тоже что-то пошло не так. Так. Наверное, надо сюда. Еще не все. Нужно сделать 18. О. Тогда будет то, что надо. То, что доктор прописал. Отлично. Думаю, так хорошо. Единственное, что мне не нравится. Вот это должно быть как-то так. Угу. Теперь еще раз швы проверить. Так, швы поехали. Вот, не страшно. Нам это никогда не страшно. Да.
Все, теперь все стоит на месте. И мне прям нравится. И мне даже хочется сморжить это здесь. Да. Мало ли я тут еще замок какой-нибудь придумаю. Супер. Вообще. Das ist fantastisch. Так, что у меня полчаса. Так, я хочу вот это и вот это сделать. Давай я сначала, наверное, красный какой-нибудь сделаю. О, прикольно. Блин, зачем я это сделал? Короче, мне нравится, но мне еще почему-то хочется как бы... Короче, еще здесь сделать красным таким. Классный силуэт получается. Давай это заморожу. В принципе, все, корсет меня полностью устраивает. Надо хоть сохраниться. А то я работаю не с сохраненным проектом вообще уже. Мне даже не хочется здесь прозрачную штуку пришивать, потому что она и в принципе не надо, мне и так все хорошо держится. Отлично. Все, поехали делать юбку. Так, для юбки мне нужна вот эта ткань. Так, rotate parallel to Y. Я хочу вот по этой повернуть. Так, мне нужно сделать юбку солнышко. Вот у меня есть вариант делать ее из 2 кусочков. А есть вариант делать ее из 1 кусочка. Но давайте я воспользуюсь, наверное, все-таки 2 кусочками. Так, попробуем спираль сделать. Какого размера должна быть? Так. Так, ширина иннер. Пусть будет, допустим, 30. А здесь, допустим, 50. Дальше. Старт. Допустим, 30. Офсет. Нужен ли мне вообще офсет? Так, я хочу, чтобы эта штука была в квадовой сетке. Супер. Давай попробуем пришить. Так, это у нас 94. Это много. Потому что мне нужно 35. Значит, это надо уменьшить аж в 3 раза. Примерно. Так, 30%, допустим. Не, давай 50 посмотрим, что будет. 47 это мало. Допустим, 90. 42 мало. Допустим, 80.
33,9, а нужно 35. М. Тридцать 34,88. Многовато. Так, ну-ка, допустим, 45. Тридцать 35,3. 44. 34,5 мало. Да, блин. Ну, давай так. Уже практически. Нет. Так, 44,65. Все. 0,02, я думаю, мне уже простятся. Хорошо. Теперь что мы делаем? Нет, N. Откуда начало? Отсюда. Пришиваем сюда. Ctrl-K. Давайте попробуем расположить. Ой, нет. Вот это мы располагаем. Что-то такое, да. Ctrl-D. Так, смотрим. Shift. Так, и, по-моему, я пришила не тем боком. Балда. Ладно. Так, давай-ка я перешью это все. Так, что еще надо? Так, понятно. Флип, так, флип. Угу. Угу. Круто. Так, N. Это с этим сшиваем. Супер. Так, смотрим. 5. Супер. Теперь бы все это еще увеличить как-то. Так. Offset pattern outline, например. 20. Так. Так.
Так, давай. Рассыпайся. Так, у меня еще в руки, наверное, оно залетело. Или в ноги, или еще куда-нибудь. Это тут на руку нацепилось. Так, погнали. Отлично. Так, N. Это я хочу сшить вот с этим. Так, хорошо. Что я сразу тут вижу для себя? Мне не нравится. Слишком большой какой-то клеш. Ладно, что я могу сделать от центра? Так, Г. Давайте я гляну. X. Так, 5,5 от центра. В принципе, мне будет достаточно. Хорошо. Давайте я попробую еще какую-нибудь спираль замутить. Только не такую крутую. Где у нас спираль? Так. У меня куда-то исчез. А, вот. Спираль. Окей. От центра мне нужно, допустим, 10. Дальше. Вот это пусть будет, допустим, так. Внутренняя 30. А внешняя... Так, старт 10. Ну-ка, старт 0. Так. Так, 150, даже меньше. Внутренняя 10. Внешняя. Ага, тут еще от внешней много что зависит, да? Хорошо. 50. 70. 30. Допустим, как-то так. 27. Ладно. Давай. Ага, из-за того, что у меня тут уже... Что-то нифига не легче, чем я себе это предполагала. Ну, уже похоже на что-то. Допустим, 35-39. Окей. Так, я хочу это сделать. Optimize Curve Point. Пусть будет 3 штуки.
Я хочу, чтобы это было как-то так. Так, и с этим я потом разберусь. Еще раз. N. Это мне нужно пришить сюда. И что с тобой происходит? А, я поняла. У меня оно ниже пола находится, поэтому оно глючит. А еще оно слишком большое. Допустим, 50. А это Q. And максимум 70. Хотя можно было бы и не морочиться, так и сделать это через круг, а не через спираль. Через четверть круга, например. Ой, 3/4 круга. Тоже бы солнышко получилось, и можно было бы потом отфигачить то, что мне нужно. Или даже 2 круга. Так, давай-ка я сделаю эту 20-ку сразу, чтобы оно быстрее пересчиталось. Так, отлично. Я опять пришел не тем боком. Не, тем, у меня просто этот. Тут какая-то фигня. Так, если я это сделаю так. В принципе, нафиг мне эти все спирали. Хорошо. Ладно, если мне нужно 30... Ай, у меня же еще здесь спуск. Да, давайте четвертинами попробуем. Потом... Так. Так, хорошо. Пусть это будет 140. Так. Это у нас будет ориентир. Дальше рисуем внутренний овал. Так, с этим разобрались. Дальше. Если я сделаю convert to whole. Так. Не, надо было не делать convert to whole. Надо было разрезать напополам. Это мы не будем ничего делать. Вот это мы можем конверт. Ай, нет, мы будем это
Ладно. Еще раз овал. Хорошо. Теперь будем с этим овалом что-то делать. Допустим, так. Пятнадцать, 31, 45. Так, еще у меня... Да, буду я так делать. А, да, еще у меня должно быть это... Это должно быть вот так. Так, 3D Internal Line. 2. Мне нужно, чтобы Translucent. Мне нужно будет сориентироваться. Вот следующим образом. Так, 5. Угу. И я не смогу так. Так, давай. Пусть будет 18. Так. Так, да, так похоже. Будем на это ориентироваться. Все, это мне не надо. Значит, что мы будем делать? 35, да. 35,5 аж. Так, 15,5. 17,5 плюс 18 и 17,5. Окей. Так, create clone as reference line. Ой, у меня уже и времени не особо осталось. Ладно, ничего страшного. Значит, что мне нужно? Где-то здесь нужно сделать. Здесь 16, да. А здесь... А здесь нам нужно сделать по-другому. Здесь нам нужно вот так. Здесь нам нужно спустить сантиметров на 8. Здесь нужно вот так сделать. И что мы тут имеем? 36. Ага. А вот теперь самое время. Что-то с этим делать. Тридцать 36,6. Так, давай подымем.
это немного сюда. И сделаем это 15. Так, теперь мне нужно сделать здесь. Тридцать 35,8 нужно меньше. Так, здесь нужно 3,20 и с половиной. О, я придумала. X. Delete. C. О, ура! Ай, так, ребят, я сейчас доделаю эту штуку и заканчиваем. Сегодняшняя серия получилась подольше, чем я на то рассчитывала. Так, не хватает. Угу. Все, так, это у меня получилось. Translucent. Единственное, что вот эта вот штука... Ладно, ну сейчас посмотрим, а там видно будет. Сетка квадровая. И я поставлю сразу 20, чтобы быстрее обсчиталось. Так. И я хочу это пришить вот так вот. Угу. Давайте я наклоню, чтобы руки не мешали. Отлично. Теперь я хочу сделать Ctrl-D. Теперь я хочу сшить это с этим, это с этим. Супер. Дальше. Так, длина платья сзади меня устраивает. Теперь можно сделать 10. А теперь вот эта проблема, про которую я думала. Тут не хватает
как раз-таки вот этой глубины. А это значит, кстати, так, сейчас будем что-то менять. А это значит, что нам нужно вот так это делать. А еще... еще знаете, что это значит? Это значит, что мне не нужно было делать это. Мне нужно было это сделать каплевидной формы. Да, но... Может быть, даже так? No. Нет, просто вот так. И все. И это у нас должна быть дефолтная ткань. Хорошо. Так, ну-ка, давайте-ка давление дам чуть-чуть, чтобы его распушило. Это слишком много. Ну, а это маловато. Так, отлично. Мне нравится вот эта штука вся. Что мне теперь не нравится? Так, давайте сделаем так. Если здесь 14, то там должно быть 21,5. А у меня 21,6. Угу. Значит, нужно поднять. Так. 21,5. С. Чуть-чуть растопырим. Все, теперь четенько. Дальше мне хочется сделать. Дальше что у нас тут? С. Optimize. Так, remove all curve points. И я хочу сделать здесь арку. Так. В принципе, меня все устраивает. Так, даже пофиг, что это трошки кривое. Так. Так, что еще? X.
Все, вот эту точку я могу убрать, и у меня будет взаимозависимая кривая. Так, теперь я могу сделать Y, настроить это. Все, тут у меня тут я могу уже настраивать как захочу. Главное сейчас не использовать этот изменение кривой горячей клавишей Q. И тогда все будет супер. Отлично. Теперь я хочу сделать вот это Q. Прямую можно делать этим изменения. А искривленную безе, если не хотите точки, чтобы появились, то делать так не надо. Я хочу, чтобы у меня было здесь 30. Супер. Дальше я хочу вот это поднять где-то на 10. Так. Отлично. Дальше я хочу вот это на 10 опустить. Давайте-ка я сделаю тут уже какую-то длину такую. О, великолепно. Дальше я хочу в этой точке сделать X, проверить, чтобы вот это лежало на X. Иначе у меня будет клюв. Вот здесь. Супер. Просто вообще отлично. Дальше. Вот в этих швах. Вот эти швы усилим-ка мы до 50. Дальше я хочу вот это сделать 5. Помельче сетку. Супер. Давайте я попробую в дефолтную ткань какой-то пресет сделать. Так, у меня уже следующая пошла. Ладно, хорошо, сейчас сделаю пресет, и на этом эту серию я закончу. Так. Что бы это такое вязаное? Не знаю, что это такое. Но мне надо что-то, чтобы складки были. Так, кстати, вот это можно отморозить. Что я хочу сделать? Еще какой-нибудь ткань. Ну-ка, если шелк какой-нибудь. Как себе будешь шелк вести? О, кстати, шелк мне нравится, как себя ведет. Единственное, что он слишком разлетается, поэтому надо уменьшить давление.
Слушайте, классно, мне нравится. Так, я хочу Add Internal Isoline на 1 сантиметр каемку сделать. Так. Дальше. Давайте сделаем Divide Pattern. Галочку поставим. Я тут открыла классный этот... Давайте назовем это Silk. Свойства, которых нету в Кло. Если кто-то меня смотрит из клошников, смотрите, что можно тут классного сделать. Сейчас я скопирую материал. Где у нас тут цвет? Вот, смотрите. Я добавляю цвет. Смотрите, что я могу сделать. Я могу сюда хлоп. Блин. Ага, я олень. Я сделала... Смотрите, короче, нужно сначала выбрать вот это. Сделать Internal Isoline. Потом этой линии поставить Divide Pattern. А потом нужно проделать те манипуляции, которые я сделала. Silk. Копии. Ну, у меня уже красный, наверное, есть тут, да. Хорошо. И мы можем сделать так. Оп. И у нас, в общем, в Кло нужно отрезать, потом сшивать, чтобы паттерну добавить другой материал. А здесь этого делать не нужно. Здесь достаточно по internal line просто предупредить Style 3D, что у нас здесь другой материал. Вот так вот. Такая классная фича. Ну, кстати, она тут не одна. А что у нас еще есть? Так, давайте уж тогда я сюда закину этот паттерн. Отлично. Все, друзья. В следующий раз будем делать рукава. А пока что я сохраняюсь. Давайте покажу, что получилось. Я сейчас отключу показ фриза. Вот такая у нас штучка выходит. Сейчас уберу интернал-лайны. Такое платьишко. Я еще хочу к нему рукава сделать. Хотя, знаете, я вот сейчас смотрю на него, и в принципе это даже не обязательно. Классное, по-моему, платьишко даже вот так. Без всяких этих самых. Можно к нему еще сумочку пошить. И получится классная штука. Вот. В общем, всех рада была видеть, кто смотрит мои сериалы. Пишите комментарии, ставьте лайки. Если у вас есть знакомые, друзья, кому были бы интересны мои видео, то буду очень вам благодарна, если вы с ними поделитесь, потому что для меня это, безумно важно. Кто хочет пообщаться со мной лично, залетайте ко мне в телеграм-канал, в чат телеграм-канала, ссылки будут в описании. И у нас в чате канала вообще очень теплая ламповая тусовка, так что залетайте, посмотрите, что как, может, вам тоже будет интересно. У нас можно знакомиться, можно рассказывать о себе, показывать свои работы и вообще тусить вместе. Так что залетайте, жду вас. Что ж, встретимся в следующем видео. Всем спасибо за внимание, всем пока.